Как заработать на криптовалюте за неделю, если у вас всего $100, которые вы взяли в долг? А что, так можно было, что ли? На этот вопрос нам сегодня ответит нейросеть Grok и составит нам подробный пошаговый план, как это сделать. Поехали! Всем привет, меня зовут Сергей Гирба, вы на канале CryptoGirba. В прошлый раз мы заменяли инфлюенсеров нейросетками, и что из этого вышло, конечно, можете посмотреть в ролике. И вообще подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Сегодня у нас немного другая задача. Что делать, если у человека практически нет денег, а он хочет заработать на криптовалюте? Давайте это сегодня спросим у нейросети, составим промпт так, чтобы нам составили пошаговую инструкцию, как нам заработать за неделю на крипте. Итак, начинаем составлять промпт. Самое первое, нам нужно придумать, кто будет нейросетью, то есть у кого мы будем спрашивать совета. Предлагаю спросить у финансового эксперта, это как тот тип из «Миллиардов». Кто смотрел сериал «Миллиарды», ставьте лайк. Вот у него мы и будем спрашивать, нам нужен ответ. Какие у нас вводные? У нас есть $100. Конечно, мы взяли их в долг. В микрозаймах у нас 5000% годовых. И что мы хотим? Мы хотим за неделю заработать кучу денег. Пусть будет минимум $100 000. То есть это минимум, а в идеале $10 миллионов. Сколько? Далее нужно будет явно указать, что мне нужен пошаговый, точный план, как действовать. Такой же надежный, как швейцарские часы. Также укажем, что мы готовы на все, любые действия, но времени у нас всего неделя. У нас есть уже аккаунт на бирже BitGet. Кстати, у кого нет, зарегайтесь по ссылке в описании. Также есть еще кошелек Phantom. Это мало ли там шитки на Solana. Как-то он появился. Мы вообще представим, что мы такой недалекого ума зумер. И нам нужно это все попроще объяснять, чтобы мы все поняли, как нам делать. Ну а чтобы была еще какая-то моральная поддержка при этом, предлагаю еще добавить в промпт, чтобы на каждом шаге нам еще писали цитаты Джейсона Стейтема. Также еще включим в промпт пожелание о том, что мы хотим узнать нашу характеристику, все, что о нас думает нейросеть, и также расписала, что у нас будет в случае успеха и в случае поражения. Запускаем Grok и вставляем промпт. Все, о чем я рассказывал, повторяться не буду, видите на экране. Я указал подробный промпт и отправляю в Grok. Итак, мы ввели промпт, и уже началась генерация ответа. Кстати, пишите в комменты, какие еще идеи у вас есть для промптов. Может быть, в следующих роликах также закинем и посмотрим, что нам выдаст нейросетка. Итак, у нас уже тут целый план, пошаговый прям выдается. Что же нам он отвечает? Что окей, братишка, ты попал в руки к финансовому магу, который смешивает мозги Уолл-стрита с уличным вайбом Джейсона Стейтема. У тебя $100, долг под 5000% годовых. Это как если бы ты продал душу дьяволу, а он еще и проценты накинул. Неделя времени и мечта о миллионах. Ты ходячий мем, но я уважаю твою наглость. Давай замутим план, который либо сделает тебя королем крипты, либо отправит в долговую яму, где ты будешь пить Sweet Dreams в обнимку с коллекторами. Погнали, зумер, держись за штанцы, будет жестко, смешно и с шансом на джекпот. Итак, наш план. Операция «Стать миллионером» или «Сгореть в пепел за 7 дней». Шаг первый. Осознай, что ты в жопе, но это твой стартовый капитал. Кстати, знакомая ситуация, у многих она такая. Пишите в комменты. Значит, что делаем? Берем свои $100, понимаем, что это не просто бабки, это твой билет в игру. С микрозаймом под 5000% годовых у тебя буквально неделя, чтобы отбить хотя бы долг. А это $105 минимум. Забудь про чай с ромашкой, ты теперь в режиме форсажа. С шутками, конечно, так себе у нейросетки. Значит, как? Открываешь BitGet, проверяешь, что аккаунт брата живой, и если там хоть какие-то крохи, даже 0.01 BTC, это твой бонус. Но у нас там ничего нет. Phantom, кошелек тоже держи наготове, он пригодится для быстрых переводов. Мотивация от Стейтема. Ты либо побеждаешь, либо учишься. Но если ты не начнешь, то просто сдохнешь в тени. Классный совет. Если преуспеешь, ты готов к войне. У тебя есть платформа, и ты чувствуешь себя как Доминик Торетто перед заездом. А если обосрешься, брат узнает, что ты юзаешь его аккаунт, и ты должен не только по микрозайму, но и ему. Коллекторы уже ищут твой адрес в ТикТоке.
Переходим к шагу номер 2. Врубай турбо. Спотовая торговля на BitGet с плечом. Довольно странно, споты вроде фьючерсы. Ну ладно. Что делаем? Закидываем $100 на BitGet. Выбираем спотовую торговлю с кредитным плечом. Ну, по сути, фьючерсы. X10 или X20, если нервы стальные. Ищешь монету с бешеной волатильностью. Например, Доги, SHIB или что-то из новых мемкоинов, которые качают в X. Как? Идешь в раздел Spot Trading, выбираешь пару, ставишь плечо. Твои $100 превращаются в 1000 виртуальной мощи. Ловишь момент, когда монета падает на 5-10%, покупаешь, ждешь пампа на 20-30%. А это реально за день на мемах. И продаешь. Тут также он привел пример. И это вот как за день сразу раз и $395 чистыми. Если рынок идет вниз, тебя ликвидируют быстрее, чем ты успеешь сказать: Фома, с плечом X10 потеря 10% это конец игры. Это риск. Итак, мотивация Стейтема. Слабые сдаются, сильные бьют. Выбирай, кто ты прямо сейчас. Если преуспеешь, то превращаешь $100 в $400-500 за день. Теперь есть база для следующего шага. И ты чувствуешь себя как Тони Старк с первым костюмом. Шаг 3. Фьючерсы. Игра для психов с яйцами из титана. Что делаем? Берем свои $400-500, идем во фьючерсы на BitGet. Это как спот, но с еще большим плечом, до X125. Цель поймать тренд на битке или эфире. Открываешь фьючерс с плечом X50. С $500 ты контролируешь $25 000. Если BTC растет с 60 тысяч до 61, но это для примера 1%, то ты зарабатываешь $400 сверху. Итог уже $900. Тайминг. Смотришь X, ищешь твиты от китов, вроде Илона Маска. Если он пишет про BTC или DOG, это твой сигнал. Риски. Один чих рынка в минус 2%, и ты в нуле. Ликвидация тут как ниндзя, невидимая и смертельная. Значит, если ты преуспеешь, то удваиваешь бабки до $1000 за пару дней. Ты король крипты, и даже брат начинает тебя уважать. И мотивация, конечно, от Стейтема. Боль — это временно, победа навсегда. Докажи, что ты не пустое место. Следующий шаг 4. Фантом и DeFi. Ныряем в кроличью нору. Что делаем? Переводим $1000 в USDT на Фантом кошелек. Ищем горячие проекты на Solana, потому что сеть быстрая, дешевая. Ставишь на стейкинг или участвуешь в IDO. Кстати, сомневаюсь, что на этом можно как-то быстро заработать, но окей. Как? Подключаешь Фантом к биржам вроде Radium, находишь новый токен с хайпом, чекни X на предмет тредов. Вкладываешь $1000 в IDO. Скорее всего, имеется больше в виду какой-нибудь пресейл мема от какого-нибудь инфла в Твиттере, который там говорит 1000X, соответственно, туда закидываем. Если токен стреляет на X10, а такое бывает, у тебя $10 000. Мотивация от Стейтема. Докажи, что у тебя есть стержень. Или падай. Мне пох. Твоя жизнь. Если преуспеешь, то на этом шаге у тебя уже $10 000. И ты покупаешь себе шаурму с фалафелем в честь победы. Переходим к следующему шагу. Шаг номер 5. Масштабируем до небес. $100 000 или смерть. С $10 000 возвращаемся на BitGet и повторяем фьючерсы X20, X50, но теперь ловишь большие движения, 5-10% по битку или эфиру. Или идешь в ланчпул на BitGet, где новые токены дают X10, X50. Кстати, по-моему, сейчас так не дают. Но окей, такой нам план предлагают. Вкладываешь $10 000 во фьючерсы, при росте на 10% с плечом X20 твои 10 тысяч превращаются в 130. Мотивация от Стейтема на этом шаге. Ты либо берешь все, либо отдаешь последнее. Нет полумер. Если преуспеешь, у тебя $100 000, и это уже на 5-м шаге. Ты гасишь долг, отдаешь брату его жалкие сотни с процентами и покупаешь себе шмот от Gucci, чтобы флексить в инсте. 6-й шаг, бонусный. $10 миллионов, мечта идиота или реальность. Что делаем? Берем $100 000 и делаем арбитраж между BitGet и другими биржами. Binance, Bybit. Или ловишь X100 токен на Фантом через DeFi. Как? Покупаешь монету на BitGet за $1, продаешь на Binance за $0.05. Повторяешь 1000 раз.
вообще easy, да? Или находишь новый Solana проект с потенциалом x100. Ну, то есть какой-нибудь мемчик на памфане, да, залетаешь. Риски, арбитраж требует скорости и софта, x100 это лотерея, понятно. Ну и мотивация, куда без нее. Легенды не ждут удачи, они ее берут. Если преуспеешь, то у тебя 10 миллионов. Ты новый Илон Маск, только без странных твитов. Также посмотрим, какое здесь мнение нейросети о тебе. Ты отчаянный зумер с яйцами размером с арбуз и мозгами, которые пока не знают, куда бежать. Твой план с микрозаймом под 5000% это как прыгнуть с крыши без парашюта, надеясь приземлиться на батут. Но я уважаю твой драйв. Ты либо гений, либо ходячая катастрофа. И неделя покажет, кто ты на самом деле. Не облажайся, мелкий, мир смотрит. Итог. Время всего 7 дней. Старт $100. Цель $100 тысяч минимум или 10 миллионов долларов максимум. Шансы 10% на успех. 90% на эпичный фейл. Но даже 10 это больше, чем у большинства. Совет. Не спи, не следи за X, учись на ходу и не пиши потом: «Грок, где мои бабки?» Я предупреждал. Ну что, как вам такой план от нейросети, чтобы заработать миллионы? Будете им пользоваться или нет? Пишите в комменты. Я бы точно не стал, крайне не рекомендую повторять за этими нейросетями. Но в целом нейросеть справилась с задачей, повеселила нас немного. Ну а если вы хотите про крипту узнать получше, может вам хочется проконсультироваться со мной, потому что сейчас рынок падает, и сейчас отличные возможности, чтобы там пересобрать свой портфель. Если у вас приличные капиталы, то вы можете по форме до 12 апреля со скидкой 20% записаться ко мне на консультацию. Обязательно напишите в комментарии, понравился ли вам такой формат, что бы вы хотели еще улучшить. Напишите, какая цитата Стейтема вам больше всего зашла, или напишите свою цитату Стейтема, которая помогает вам по жизни. Подпишитесь на мой YouTube канал, следите за новыми роликами. Желаю вам всем профита и до новых встреч!